Были ли слезы Чингука в тот вечер проявлением честности, которую он так долго скрывал? Почему Тэхён словно застыл, услышав это признание? И в чем причина внезапного поступка HYBE, ошеломившего всю корейскую индустрию развлечений? Когда свет в студии погас, и тишина поглотила каждый вздох в комнате, с губ Чингука сорвалось одно предложение, которое изменило все. Он не играл. Он не пел меланхоличные тексты. Он говорил о чем-то глубоко личном, почти немыслимом и полном эмоций. Признание, которое, казалось, взорвало стену молчания между ним, Тэхёном и даже самим HYBE. Никто не ожидал, что этот вечер закончится слезами. Никто не был готов увидеть, как Чингук, человек, известный своей силой и хладнокровием, потеряет контроль над камерой. Под звуки микрофонов и камер его голос дрожал, когда он тихо сказал «Я не знаю, с чего начать». Это было начало всего, фраза, из-за которой Тэхён не мог долго смотреть на него, а миллионы армий по всему миру затаили дыхание. В чем дело? В давлении, которое он испытывал годами под руководством HYBE? В отношениях, которые начали рушиться? Или в честности, которую он слишком долго сдерживал? Никто точно не знает, но ясно одно, этот момент был не просто мимолетным всплеском эмоций. Это была кульминация долгого пути Чингука, певца, айдола и человека, зажатого между требованиями общественности и собственной хрупкостью. Очевидцы с места происшествия описывали очень напряженную атмосферу. Тэхён, сидевший рядом с ним, словно прижимал что-то к груди. Он не произнес ни слова, когда Чингук начал говорить. «Я не могу больше притворяться», — сказал Чингук, пустым взглядом глядя на стол перед собой. Слова разнеслись эхом, пронзив тишину зала, словно раскат грома в ночном небе. Сообщается, что HYBE за кулисами отключили трансляцию через несколько секунд. Быстрая реакция вызвала множество вопросов. Почему они так поспешили? Пытались ли они что-то скрыть или просто защитить своего артиста от ненужного внимания? В течение нескольких минут видеозапись инцидента широко разошлась по социальным сетям. Хэштеги ***решетка Юнкаакцры **** и ***решетка Тайнгшочк *** мгновенно возглавили мировые тренды. Но среди всей этой суматохи остается главный вопрос: что именно заставило Чингука плакать? Несколько источников внутри группы сообщают, что причиной стало огромное давление, которое он испытывал с прошлого года, особенно после череды сольных проектов, плотного международного графика и разногласий между Чингуком и командой HYBE относительно направления его карьеры. Чингук известен своим перфекционизмом. Он всегда стремится выкладываться по полной, даже когда его тело и разум истощены. В предыдущем интервью он сказал: «Я никогда не чувствую себя самодостаточным. Даже когда все заканчивается, я все еще сомневаюсь, правильно ли я поступил». Но никто не ожидал, что это чувство перерастет в такое тяжелое бремя, что он в конце концов не сможет его выносить. Один из членов закулисной команды рассказал, сначала он казался спокойным, но когда он начал говорить, у него задрожали руки. «Мы знали, что что-то не так. Этот момент не был запланирован. Все произошло спонтанно. И когда он начал плакать, никто из нас не осмелился его остановить». Слезы Чингука были не просто личными, но и отражением того, как многие молодые артисты борются в жестком и стрессовом мире корейской индустрии развлечений. За сверкающей сценой, камерами и идеальными улыбками скрывалась суровая реальность, ожидания, страхи и одиночество. Тэхён, сидевший рядом с ней, мог лишь смотреть на нее глазами, полными слез. Он на мгновение опустил голову, а затем тихо прошептал: «Ты не один». Это короткое предложение соединило два сердца, давно разлученных суетой и тишиной. Но для HYBE этот момент стал суровым предупреждением о том, что что-то не так. Несколько часов спустя HYBE опубликовали официальное заявление: «Мы просим общественность уважать частную жизнь Чингука. В настоящее время он отдыхает и получает полную поддержку от компании». Но холодный, официальный тон заявления лишь породил новые вопросы. Почему не было никаких разъяснений относительно того, что произошло на самом деле? Спекуляции переросли в различные теории.
Некоторые считают, что Чингук таким образом выплеснул эмоциональное напряжение из-за своего плотного графика, другие же предполагают внутренний конфликт из-за выбранного музыкального направления. Многие также считают, что инцидент отражает эмоциональную динамику между Чингуком и Тэхёном, которая в последнее время казалась натянутой на публике. Они были известны своей большой близостью, но в последние месяцы заметно отдалились друг от друга, написал корейский журналист, пишущий о развлечениях. Этот момент показывает, что есть незажившие раны. HYBE отреагировали быстро. В течение 24 часов они ограничили доступ СМИ к Чингуку, отложили интервью и даже отменили крупный промо-ролик, который он должен был провести с Тэхёном. Этот шаг наводил на мысль, что за кулисами творилось что-то более серьезное. В одном из сообщений говорилось, что в ночь после инцидента Чингук не вернулся в общежитие. Сообщается, что он провел ночь в своей личной студии в районе Ханнам-Дон, где обычно пишет неизданные песни. Он просто хотел побыть один. Он не хотел ни с кем разговаривать. Он сказал, что ему просто нужно время, сообщил источник. Но среди молчания мир продолжал говорить. Тысячи фанатов присылали сообщения поддержки, молитвенные хэштеги и эмоциональные видео, демонстрирующие путь Чингука от подростка до мировой суперзвезды. Они пытались напомнить миру, что, несмотря на свой статус айдола, Чингук все еще остается человеком, способным уставать, разочаровываться и сожалеть. Несколько дней спустя, когда все еще обсуждали инцидент, Тэхён наконец высказался. В прямом эфире он спокойно сказал: «Иногда мы забываем, что даже тот, кто всегда улыбается, может нести тяжелое бремя в своем сердце. Я просто надеюсь, что он знает, что мы все рядом». Слова были простыми, но полными смысла, как будто Тэхён скрывал больше, чем говорил. Вновь вспыхнули домыслы, был ли внутренний конфликт между участниками группы? Давляли ли на них HYBE, чтобы они поддерживали определенный образ? И были ли слезы Чингука скрытой формой сопротивления системе, которая диктовала им жизнь? Наблюдатели из индустрии начали высказываться. Профессор Кимура, исследователь корейской поп-культуры из университета Йон, считает, что это не первый раз, когда подобный момент потрясает индустрию к-поп. «Эта индустрия построена на образе совершенства», — сказал он. Когда айдол показывает свою уязвимую сторону, система потрясена. Слезы Чингука — это человеческое выражение, пытающееся уйти от чрезмерного коммерческого давления. В мире, требующем совершенства, такое признание ощущается как предательство образа, выстраиваемого годами. Но именно здесь и открывается правда. Чингук не играл. Он говорил с собой и со всеми, кто когда-либо пытался оставаться сильным на грани краха. Согласно последующим сообщениям, HYBE проводит внутреннюю оценку и формирует постоянную команду психологов для своих артистов. «Мы осознаем важность психического здоровья», заявил представитель HYBE. Но общественность по-прежнему настроена скептически, считая этот шаг лишь попыткой успокоить общественное мнение, а не реальным решением. С того вечера Чингук не появлялся на публике. Он отсутствовал на крупных мероприятиях и лишь коротко написал на фан-платформе: «Извините, если потревожил вас. Я просто хотел быть честным с собой. Спасибо, что подождали». Это простое сообщение тронуло многих фанатов до слез, ведь в нем чувствовалась неподдельная искренность. Отношения Чингука и Тэхёна также оказались в центре внимания. Несколько видео запечатлели их общение, которое теперь выглядит более неловким. Но после инцидента Тэхён был замечен в гостях в частной студии Чингука. Сотрудник, близкий к ним, сказал: «Тэхён пришел тихо». Они долго разговаривали в тот вечер. После этого отношения между ними стали гораздо спокойнее. Для многих этот момент стал доказательством того, что, несмотря на эту бурю, дружба все еще жива. Что бы ни случилось, теперь ясно одно: слезы Чингука были не просто выражением его личности, а символом честности, редкой в современном мире развлечений. Они обнажили слои страха, стресса и усталости, скрытые за идеальными улыбками и величественными выступлениями. И, возможно, именно здесь кроется главный сюрприз.
ни поспешные действия Huibe, ни шокированное выражение лица Тэхёна, а смелость Чингука говорить правду в мире, построенном на притворстве.